нашей Саянской епархии. Создана она в конце 2011 года по решению Священного Синода, но фактическая деятельность началась только с декабря 2013 года, основная, когда указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла управляющим епархией был назначен Преосвященнейший владыка Алексей, которому определено быть епископом Саянским и Нижнеудинским. 28 марта этого года епископ Саянский и Нижнеудинский Алексей совершил рабочую поездку в Куйтунский район, в ходе которой посетил села, где имеются относящиеся к церкви объекты исторического наследия. Целью поездки было оценить состояние сохранившихся религиозных объектов, памятников архитектуры, наметить пути их восстановления и возрождения. Ну вот, коротко остановлюсь на объектах культурного наследия Куйтунского района. В 1885 году в селе Уян возводится каменная церковь в честь Михаила Архангела. Средства на ее постройку были собраны исключительно жителями этого села. Подрядчиком выступил известный строитель Куклин, зарекомендовавший себя ранее при строительстве аналогичных церквей в городе Зима и на станции Кемельтей, то есть в селе Кемельтей. В 1930 году, печальная статистика повторяется, с церкви были сняты кресты и колокола, в здании устроили клуб. В 1940 году здание переоборудовали под мукомольную мельницу, а позже передали под машино-тракторную станцию. В настоящее время в Саянской епархии ведется работа по регистрации прихода в селе Уян и по передаче этого здания снова религиозной организации. Вот сегодня в честь праздника Михаила Архангела сегодня в Уянском храме служилась литургия, первая литургия после очень большого перерыва. Был полный зал, очень много народу пришло, что очень порадовало. Наверное, больше 200 человек точно. Вот это внешний вид Уянской церкви, такой, какой она была до того, как ее переделали и разрушили. Храм был построен на средства, отпущенные Синодом, тоже, вероятно, по проекту, составленным епархиальным архитектором Покровским. Лес заготавливали местные крестьяне в 1913 году, и в 1915 году он был освящен вот, в честь Архангела Михаила. Вот, но благодаря неравнодушию жителей села, в первую очередь благодаря главе вашей администрации Галине Алексеевне Алексеенко, а также трудами владыки Алексея, сотрудников Саянской епархии, к Большому Кошелаку сейчас удалось привлечь внимание самых различных людей и структур, в том числе и органов власти. На данный момент ведется работа по поиску инвесторов, находится на стадии разработки проект по выполнению противоаварийных мероприятий и работ по сохранению этого объекта культурного наследия. Вот как эскизный вариант внешнего облика здания вы видите на этом слайде. Поэтому нужно каждый, чтобы приложил усилия. И каждый может приложить усилия для того, чтобы здесь зазвенели колокола. Скажем, даже элементарно создать общину, пока храм восстанавливается. Вопрос уже даже больше Галине Алексеевне. Создать какое-то вот, найти помещение, где можно было бы служить службы, где человек пришел бы, поисповедовался, причастился бы святых христовых тайн. Это на самом деле, мои дорогие, очень важно. Это очень важно. Потому что сначала, как всегда, происходит, образуется приход, община. А уже затем на основе этой общины создается храм. Строится, реставрируется, восстанавливается и так далее и тому подобное. Поэтому я, наверное, каждого из нас призываю подумать над этим вопросом, чтобы открыть здесь приход, чтобы здесь хотя бы раз в месяц, раз в 2 месяца совершались богослужения, совершались литургии. Знаете, чтобы никакая вражеская сила к вам не приступала. У каждого из нас есть трудности, есть проблемы, есть неурядицы, есть такое состояние души, когда нам очень тяжело. И чтобы вы всегда прибегали к этому великому угоднику Божию, к этому великому ангелу, архистратигу Божию, чтобы он своим мечем отсекал все страсти, прогонял всякого врага и супостата, и чтобы она соединял с Богом, подводил нас к нему. Есть даже такое предание, что именно когда праздник архистратига Божия Михаила,
что Он опускает крыло свое во тьму кромешную, в ад. И люди, которые находятся в огне неугасающем, они по Его крылу выходят в Царствие Небесное. Поэтому нужно Ему молиться, мои дорогие. Каждый в своих молитвах, даже пусть своими словами, подойти к иконе. Хотите, святый архистратиж Божий Михаиле, помоги мне, избавь меня от всякого врага, помоги, чтобы здесь действительно восстановился эта святыня, восстановился этот храм, чтобы здесь зазвенели колокола, чтобы все мы приходили сюда молиться, приходили ходатайствовать. И самое главное, чтобы мы оставляли все направо и налево. Во имя Отца и Сына, да, и Святого. Ну только вот направо. Где правое плечо? Вот правильно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Понятно? Вот это мы крестимся. Сейчас будем молиться и будем... Царю небесным, утешителю души истины, иже везде вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди вселися очистит от всякие скверны, и спаси блаженную души Ире, моли Бога о нас, архистратиже Божий Михаиле, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Моря ангелы своя духи, и сподобитесь нам слышанию святого Евангелия. Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сейчас возрадовайся Духом Иисус и рече, исповедуйтесь, Отче Господь небесе и земли, яко утаил еси, сия от премудрых и разумных, и открылось это младенцем, ей, Отче, яко тако бысь оговорение пред тобою. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Моли Бога о нас. Панафанаила со всеми учащимися и учащимися рабов Божьих, ныне сизы имени Тагаирея Михаила, рабу Божьих, протеерея Павла, Ирея Александра, Ольги, Софии, младенца, диакона Иоанна, Елены, младенца Иоанна, Иерея Михаила. И тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, на ней присно эти веков. Паки, за умилением сердец, ко святому архистратигу Божию Михаилу, с прочими небесными силами, помолимся. И великий архангеле Божий Михаиле, неисповедимые и пресущественные Тройцы, первый во ангеле к предстателю, рода же человеческого приставничий и хранителю, сокрушивый воинством своим главу, прекор на годеницы, на небеси и пострамляя войну злобу и коварство его на земле, к тебе прибегаем с верою, тебе молимся с любовью. Буди щит несокрушим, и забрала твердость этой церкви православному Отечеству нашему, ограждая их молниеносным мечем Твоим и от всех враг, видимых и невидимых. Буди вождь и саратай непобедим, христолюбим воинству нашему, венчай его славою и победами над супостатами. Да познают все противолежащие нам, яко с нами Бог и святи ангели Его. Не остави же, о Архангеле Божий, помощью, заступлением Твоим и нас, прославляющих здесь святое имя Твое, всего аще многогрешные силу Николай, архиепископ Мирликийского чудотворца и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Крест.
Держите. Божьей помощи. Сильно замерзли? Ну не замерзайте. Вас, конечно, чтобы все хорошо у вас было. Целуйте животорящий крест.